Всем привет! Меня зовут Ольга. Я рада видеть вас на своем канале. Меня просили рассказать о цветочных горшках, какие я использую для своих растений, какие мне больше нравятся. На самом деле использую все. И пластиковые, и керамические, и терракотовые, и с поддоном, и кашпо, и с автополивом. Абсолютно разные. На самом деле рекомендовать какие-то сейчас я не буду, потому что надо попробовать, надо оценить самим, чтобы понимать, нравится или нет. Но сегодня хочу рассказать именно о терракотовых горшочках. Почему о них? Потому что в последнее время они стали набирать популярность, становятся модными, так сказать. Они все чаще появляются на фотографиях в Инстаграме, и все больше людей используют именно эти горшочки. Когда я была в ботаническом саду Санкт-Петербурга, там были выставлены азалии, и они тоже были вот в таких терракотовых горшках. У этих горшков есть свои достоинства, свои недостатки. Давайте их рассмотрим. Терракота – это природный материал, который ничем не покрыт, ни глазурью, ни краской, пропускает хорошо воздух, воду и температуру. В этом есть как плюс, так и минус. С одной стороны, корни растения могут дышать. Если вы польете растение слишком обильно, то стеночки горшка впитают эту влагу, и это даже будет видно. Глина намокнет и станет отличаться по цвету, будет более темная в тех местах, где она впитала эту влагу. С другой стороны, такие растения придется поливать чаще. Также не стоит ставить такие горшочки на холодных подоконниках, потому что глина подтянет весь этот холод и растение может заболеть. Так как глина очень пористый материал, то через стенки горшочка вместе с водой со временем могут проступать соли, которые находятся в почве. И тогда горшочек принимает вот такой вид. То есть видите, здесь уже неравномерная окраска, а вот эти белые пятна – это соли, которые проступили через стенки горшка. Их, конечно, можно вот так почистить. Но первоначальному виду горшочек уже, конечно, вернуть тяжело. С другой стороны, такой вид горшка очень многим даже нравится. В дизайне интерьера часто применяется этот прием состаривания дверей, мебели, ну и горшочка в том числе. То есть иногда даже специально его выкрашивают в белый цвет, потом его стирают, подтирают, чтобы получился вот такой эффект старения. Поэтому для кого-то это может быть будет минусом, а для кого-то даже плюсом. Размеры и дизайн горшков абсолютно разнообразны. Это и от самых маленьких 5 сантиметров в диаметре и до огромных уличных горшков. Но у меня сейчас здесь стоят такие средние размеры горшочков для комнат. Вот это 12 диаметр горшков. Вот, то есть они тоже разные могут быть. Этот более высокий, узкий, этот более низкий, широкий. Есть вот такая модель с бортиком, с таким выступом наверху. Вот горшочки побольше, если сравнить, тоже с выступом, либо прямой. Есть вот такие декоративные горшочки для орхидей. Вот такая чашка, больше, наверное, подходит для бонсай, широкая и низкая, либо для растений с поверхностной корневой системой, тоже можно здесь выращивать. Цвет таких горшочков в основном, конечно, вот такой рыжеватый, плюс-минус может колебаться до розового, там, либо чуть-чуть темнее. Но также сейчас уже делают и другие цвета: гранит, цемент, различные разводы под мрамор. В общем, выбор сейчас есть и по дизайну, по размеру, и по расцветке, и смотрится это очень все красиво и эффектно. Производители у этих горшочков тоже разные. Еще раз покажу. Вот это итальянская фирма Дерома. У меня тут даже осталась наклейка от нее. Вот, у них очень большой выбор горшочков. Тоже вот разный как раз цвет, про который я говорила, гранит, цемент, и есть и оливковые, и еще там какие-то цвета. Горшочки неплохие, то есть не сломался, не поцарапался. Но вот соль проступать на стенках начала довольно-таки рано. Вот в этом горшочке растение находилось всего 4 месяца, и вот он уже стал таким. Также горшки делают в Китае, продают на Алиэкспрессе, но почему-то отзывы о них я послушала не очень хорошие. Говорят, что они настолько пористые, что просто из них вода вытекает как через решето. Поэтому не буду даже рассматривать, показывать и советовать. Вот эти горшочки все, которые тут стоят, это производство Санкт-Петербург. В России, в других городах также есть производство этих горшочков. Стенки у этих горшочков не очень толстые, за счет этого они не тяжелые. Вот это растение уже посажено в горшок, то есть эти у меня вот тут стоят просто вставлены, чтобы вам показать, как смотрится. А это непосредственно посажено в горшок. Вот уже не первый месяц она тут растет, можете посмотреть, как это выглядит. Вот, немножечко уже горшок цвет поменял, приобрел некоторые разводы за счет того, что почва влажная. Вот этот вот горшочек, это горшочек из магазина Икеа. Вот здесь пока что растение тоже просто вставлено. А вот в другом горшочке у меня растет кротон, сейчас его здесь нет. Там мало того, что проступает соль, еще также через стенку начали выделяться какие-то капельки какой-то жидкости непонятной. И вот мне не понравилось, как это выглядит. Поэтому,
Как декоративный горшочек его можно использовать, а вот сажать непосредственно в него мне не очень понравилось. Когда будете покупать эти горшочки, обязательно обратите внимание на то, что, как правило, они продаются отдельно от своих поддонов. То есть обычно мы привыкли в магазине покупать горшочек, в него сразу там вовнутрь даже кладут этот поддон, там посмотрели цену и все купили. Почему-то именно глиняные горшки в основном, не везде, но в основном продаются отдельно от поддонов. То есть вы посмотрите цену, тут будет там 300 рублей написано, а потом окажется, что поддон стоит где-то отдельно, и он стоит еще 200. То есть в целом такая сумма получается не очень маленькая. Обращайте просто на это внимание, чтобы случайно не купить даже горшок без поддона. Цены на горшки также зависят от производителя и от продавца. Вот, например, вот этот икеевский горшочек диаметром 15 сантиметров стоит 499 рублей, по-моему, сейчас. Горшочки вот такой итальянской фирмы Дарома вместе с поддоном, ну, в диаметре, наверное, где-то 22-24 сантиметра, обойдутся около 1000 рублей, я так думаю. Вот эти горшочки, которые я вам уже показывала, мне на обзор предоставила девушка Марина. Она живет здесь недалеко от меня. Кстати, вот эта вот Монстера Альба в этом горшке тоже была куплена у нее. Марина занимается продажей растений и также сейчас начала продавать вот эти вот терракотовые горшки. Так как только что этим занялась, цены у нее невысокие, поэтому я оставлю ссылки на ее аккаунты внизу под видео, на Авито, на Инстаграм, посмотрите. Цены действительно пока что ниже, чем во всех магазинах, и скидки у нее там бывают периодически. Сейчас у нее в продаже только вот такой цвет горшочков, но через месяц Марина обещала, что будут еще другие цвета, белые, серые, потемнее, посветлее. Поэтому, если заинтересовались, зайдите, посмотрите. Скоро у нас сезон пересадок начнется. Конечно, горшочки пора уже выбирать. Напишите в комментариях, нравятся ли вам терракотовые горшки, как они выглядят, нравится ли вам их использовать. Ну а у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч.